Далее у нас идет соединение плечевого шва. И многие задаются вопрос, как нужно соединять со стороны спинки или со стороны полочки. Вообще, по конструктивной особенности, всегда длина плечевого шва спинки кроится побольше. Но это на таких изделиях, как пальто, жакеты, платья. А большинство на трикотажных изделиях кроится одинаково длина плеча. Но если мы будем шить с молнией и с подбортом, вот я хочу привести, к примеру, свою, ой, не свою, худи с капюшоном. И вот у меня получается обработка. Вот полочка, вот подборт. И получается так, если мы соединим со стороны спинки, то нам уже сложно будет закрепить срез подборта по линии плечевого шва. А здесь получается у нас вот закреплен. То есть по направлению шва плечевой шов у нас будет направлен на спинку, подборт тоже лежит на спинку. Мы же не можем его, ну, мы можем, но здесь будет толщина. И поэтому я рекомендую, если у нас будет с подбортом, то без обтачки спинки, я рекомендую шить, соединять плечевой шов со стороны полочки. Вот. Я сейчас соединю и проложу, сразу соединю и соединю сразу же с кромкой, с киперной лентой. После того, как мы соединили плечевой шов, заутюжили его, нам нужно втачать рукав. Обязательно на рукаве смотрим наши контрольные метки. Это линия выше точки оката и выше, и линия плечевого шва. И рассечка, что это вперед. Обязательно не путаем вперед рассечку именно на переднюю часть полочки. Вообще, по конструктивной особенности трикотажных изделий, раствор оката рукава не так рассчитывается, как на обычных изделиях. И вот у нас посадка обычно идет одинаково. Если у жакетов, у пальто, у платьев, ну вообще даже у таких сложных изделий мы должны посадить головку рукава, то у трикотажных изделий оно одинаково. Вот я совместила, оно одинаково. Но это не говорит о том, что мы имеем право соединять, втачивать рукав со стороны рукава, как многие любят. Строго-настрого мы должны втачивать рукав со стороны изделия, то есть со стороны спинки и полочки. Вот я сейчас вот так вот скалю, и вы смотрите, вообще никакой посадки нету. Они одинаковые. Это такая конструктивная особенность. Он идет, этот рукав, слегка покатый, и он не такой должен будет формироваться, как жакетный. Он такой свободного покроя. Ну вот сейчас я его втачаю, и втачивать буду со стороны спинки и полочки. Рукав на челночной стороне. Ну вот,
рукав мы втачали. И еще раз скажу, что рукав мы втачали со стороны спинки и полочки. Сам рукав на челночной стороне. Швы заутюжила на сторону рукава. Боковой шов соединила. И боковой шов я соединила со стороны спинки. Сам припуск направила в сторону полочки. Все швы делаем в зеркальном отражении. Вот, дальше нам нужно рассчитать и раскроить пояс из кашкарсе. Я буду обрабатывать такой вот пояс. То есть я беру, складываю само изделие пополам. И измеряю нашу ширину изделия. Сколько у нас идет? 63. Получается, у нас идет 63. Это получается, у нас идет, умножая на 2, 126. Вот, нам нужно рассчитать, сколько же я должна раскроить длину кашкарсе. По передней части полочки я раскроила вот такую вот вставку. Она у нас будет пришиваться спереди, в области борта, притачиваться молния будет здесь. И вот так вот будет у нас вставка. К этой вставке будет пришиваться кашкарсе. Многие делают просто из кашкарсе и потом притачивают молнию. Вот таким вот образом пришивают. Я так не советую и не рекомендую, потому что кашкарсе все-таки имеет свойство растягиваться. Нити могут вытянуться. Я рекомендую раскроить деталь. В данный момент я раскроила ее по ширине пояса. Это идет 16 сантиметров. И по ширине желаемой вставки. Можно сделать, чтобы в готовом виде было 5, можно 10. Но слишком широкую тоже не надо. В данном случае я раскроила, чтобы у меня в готовом виде была 9 сантиметров. Вот, я ее раскроила, проклеила, продублировала дублерином и заутюжила пополам. Вот, две детали у меня готовы. В данный момент, чтобы нам измерить, сколько нам нужно раскроить длину кашкарсе, вот, мы прикладываем. У нас, получается, вышло 126. Мы прикладываем и минусуем за минусом швов по сантиметру с каждой стороны. Здесь у нас идет в готовом виде 9 сантиметров. И мы измеряем. Наша идет 126. Получается, мы идем 126 минус, делаем вот эти вот 9 сантиметров, умножая на 2, минус 18 сантиметров. Получается 108. И вот уже от этих 108 мы минусуем 20%. Минус 20%. Получается, выходит у нас 86 сантиметров. Вот, 86 сантиметров я должна раскроить пояс из кашкарсе. У меня получился вот как раз 86 сантиметров. Вот сейчас проверим. Я отметила половину пояса. Вот она, серединка, намеловка. И я прикладываю намеловку середины пояса на середину спинки. Прикладываю. И растяну так, как у нас будет соединяться с деталью пояса. И вот растяну. И у нас получается, вот я держу оба. Вот маленькая, небольшая такая посадочка. Слишком много посадку я делать не хочу. Вот поэтому получается, еще раз повторюсь. Если бы я не делала эту деталь, а просто сделала из кашкарсе, значит мы делаем 126 минус 20%. А так как мы вставляем вот эту деталь, значит мы вычитаем ширину нашей будущей детали и уже измеряем вот это вот расстояние. И от этого расстояния уже минусуем минус 20%. Вот.
Пояс я раскроила из кашкарсе, заутюжила пополам. Далее нам нужно его соединять и заготавливать. Сам манжет я тоже раскроила. Вот, раскроила шириной в крое 15 сантиметров, длиной в крое 22. В общей сложности получается, я соединю, и у меня ширина манжета в готовом виде будет где-то 10 сантиметров. Ну, самый нормальный обхват запястья 10 сантиметров. Даже вот проверю на себе. У всех, конечно, руки индивидуальные, но вот я проверю. Так вот соединю. Слишком облегающие я не хочу, и поэтому, как сказать, раскроила вот так. Обязательно заутюживаем пополам перед обработкой. Детали из футера соединяем с деталью из кашкарсе. Обязательно нам нужны сгиб. Обязательно нам нужно, вот согнули мы, заутюжили мы пополам, и обязательно нам нужна эта заутюжка совмещена. Соединяю я их между собой сантиметровым швом. С одной стороны соединили, то же самое с другой стороны. Сейчас нам нужно вот это вот отпарить, заутюжить. Ну вот пояс мы заготовили, заутюжила я его. Заутюжила припуск в сторону кашкарсе. Разутюживать нету смысла, потому что будет все равно кашкарсе тоньше, чем сам пояс из футера, детали из футера. Поэтому лучше его заутюжить в сторону кашкарсе. Пояс мы заготовили, мы теперь можем его притачивать. Но для начала мы должны приготовить, так сказать, соединить подборт с обтачкой. Мы берем подборт. Сейчас мне нужно соединить подборт с обтачкой по линии плечевого шва сантиметровым швом. Я сейчас это соединю по обеим сторонам. Вот у нас получается такая конструкция. Соединим сантиметровым швом, швы разутюжим и срез подборта сразу же обметаем вместе с обтачкой. Ну вот, подборт я соединила по плечевым швам сантиметровый шов. Швы эти обметывать не обязательно, но швы разутюжила и обметала по срезу, не по срезу горловины, а по внешнему срезу подборта вместе с обтачкой спинки обметала по двум сторонам. Вот. Далее нам нужно обязательно по нижнему краю подборта, нам нужно его соединить с вот этой вот деталью, ну пусть ее назовем вставка пояса, соединить именно на внутреннюю деталь пояса. Вот у нас внешняя, вот наша внешняя сторона пояса, а вот у нас внутренняя сторона пояса. Со стороны подборта мы должны соединить с обеих сторон. Вот я соединила. Для того, чтобы дальше его обрабатывать, мы не можем без втачного воротника. Поэтому сам пояс я сейчас вместе с подбортом пока уберу в сторону. И будем раскраивать воротник.